Всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений, и в этом видеоролике мы поговорим про биржу Bitrue, о ее плюсах, минусах и, в общем-то, рассмотрим ее поближе. Сама биржа очень активная, я с ней знаком уже больше года и ни разу у меня никаких с ней проблем не возникало. Но так ли она хороша, давайте разберемся и посмотрим все детальнее. Значит, на самой бирже во вкладке Buy Sell мы можем купить криптовалюту, естественно, как и на многих биржах, но далеко не на всех эта функция все-таки присутствует. Здесь мы можем купить через карту Visa, MasterCard или даже Apple Pay. Помимо всего прочего, есть и другие способы покупки криптовалюты, но лично я, как правило, пополняю биржи с других бирж или со своих кошельков. Но если вы только начинаете свой путь в криптовалюте, то вполне возможно вам эта функция пригодится. На бирже Bitrue есть как спотовая торговля, так и торговля с мультипликаторами, то есть с кредитным плечом. Разумеется, есть торговля деривативами и в том числе обучение трейдинговой стратегии. Само меню здесь очень даже интуитивно понятное. Сверху у нас все кнопки и вот, допустим, вкладка заработок. Можем фармить, можем зарабатывать различными путями, и сейчас мы даже рассмотрим некоторые из них. Например, фарм. Я, конечно, сюда закинул, может быть, не колоссально большую сумму, но в стейкинге у меня монет на $722. Take profit, вот, который ожидается в ближайшее время, это 4. И закинул я их буквально сегодня. Почему решил снять сразу обзор на эту биржу? Потому что биржа предлагает большое количество вариантов стейкинга на большое количество различных монет. Вот я, например, стейкаю здесь монету ADA, Hebar, Matic, потом интернет-компьютер и немного монет DOT. Но, кстати, здесь вот еще предлагается большое количество фарма с токеном BTR. Данный токен является нативным токеном биржи. Если на него посмотреть сейчас, то стоит он очень привлекательно, всего 3 цента, в то время как, если посмотреть на исторические показатели, то токен BTR доходил даже до 60 центов на пике, и явно 3 цента биржевой токен стоить ну никак просто не может. Поэтому прикупать монеты бирж я считаю очень разумно на перспективу, что и собираюсь сделать сейчас. Чтобы вы понимали, давайте посмотрим топ бирж и смотрим по споту. У нас Bitrue находится на 27 месте. Очень большое количество монет торговых на этой бирже 569 и количество рынков 988. Это мы на 27 месте по спотовой торговле, но если перейти в раздел деривативы, то здесь все повеселее. Bitrue будет уже на 11 месте. И если посмотреть на биржи, которые здесь рядом, то по соседству здесь Huobi, Kraken, Maxi Global и, пожалуйста, пошло-поехало. Мы даже опережаем биржу Gate, Poloniex, BinkX, Crypto.com и много других бирж, которые, казалось бы, являются тоже очень такими-то раскрученными. Что ж, давайте прикупим монету BTR, переходим в раздел Spot. Здесь у меня сейчас свободных средств мало, потому что все находится в стейкинге, и теперь мне для того, чтобы купить монет BTR, нужно пополнить баланс. Я буду пополнять USDT, и сейчас на примере этой монеты покажу, как это делается. Значит, нажимаем на кнопку депозит, выбираем нужную сеть. У меня деньги, которые я буду пополнять, находятся на кошельке SafePal, и сеть, через которую я буду посылать, Binance Smart Chain. Выбираю сеть, копирую кошелек. Теперь открываю кошелек SafePal, и вот у меня здесь 102 USDT. Нажимаю на них. Теперь кнопку отправить. Кошелек я скопировал с биржи и теперь его вставляю сюда. Здесь подсказочка: убедитесь, что адрес получателя содержит сеть BEP20. Да, это тот адрес. Нажимаю количество USDT максимум и нажимаю кнопку далее. Все, в принципе, теперь средства отправляются. Никаких особо подтверждений здесь делать дополнительных не нужно. Просто вот нужно выбрать скорость, с которой будет подтверждена моя транзакция. Комиссию сети ставлю высокий, нажимаю кнопку далее. И здесь теперь нужно ввести код безопасности. И пока средства идут на биржу, давайте посмотрим другие разделы. PowerPiggy, например, вот так заходите, и здесь что мы можем делать? В этом разделе представлено большое количество гибких и фиксированных депозитных планов. Все они, в принципе, имеют более низкую процентную ставку, но зато активы можно вывести в любой момент. Скажем так, менее рискованный инструмент для заработка, но при этом и сам заработок здесь ниже. Следующий раздел BTR Lockup. Здесь предоставляется возможность инвестирования различных криптовалют, но эксклюзивно это только для держателей нативного токена BTR. Период самой блокировки фиксированный и составляет 30
30 дней. Что касается процентной ставки, то она здесь варьируется. Ну а для того, чтобы иметь возможность участвовать в этом всем, нужно иметь как минимум 4000 БТР на счету. И по текущему курсу на самом деле все это не очень много, порог входа намного ниже, чем раньше, потому что сейчас это всего лишь $120, ну а раньше, сами понимаете, 4000 нужно было бы умножать на 60 центов, то есть $2400. Это еще один повод зайти на эту биржу и прикупить токенов BTR. Кстати, я закинул даже немножко мало, надо будет закинуть побольше. Но это уже сделаю после видеоролика. Переходим к следующему разделу Loans. Биржа Bitrue предоставляет еще и кредитование, поэтому можно отправить в залог свои монеты, чтобы получить в кредит, например, USDT, Bitcoin, XRP, Ethereum и прочее. Это позволяет получить оборотный капитал, не продавая свои монеты и не теряя права на них. Здесь следует сразу отметить, что данная услуга предоставляется только верифицированным пользователям, ну а сама биржа вообще не требует как таковой верификации. Кстати, это еще один плюс данной биржи: хотите верифицируйтесь, хотите нет. Сама биржа ни от кого не требует подтверждать свою личность. Ну и последний раздел, который здесь представлен, это стейкинг. Здесь в принципе мы ничего не можем сделать, здесь просто информация о том, как все устроено. Можете зайти и почитать, что такое стейкинг, в каких криптовалютах можно делать ставки и какие проценты вообще получаются за тот или иной период. И кстати, да, как вы видите, приходится переводить на русский язык. Это, пожалуй, один из минусов данной биржи, что здесь нет поддержки русского языка. Возможно, в будущем он появится, но пока что его, к сожалению, нету. Единственное, что биржа на самом деле интуитивно понятная, несложно, и здесь запутаться особо-то и негде. Давайте зайдем вот в этот раздел, так и манит своим подарочным смайликом. Что здесь, посмотрим. А здесь нам предлагают разделить пул в 1 миллион USDC. Для этого нужно нажать кнопку регистрации и теперь начать торговлю. Да, везде свои правила, как вы видите, здесь можно разделить пул USDC, и все это в виде вот такой вот интересной рулетки. Вот здесь история, кто что выиграл: 1 USDC, 50, 100, 20 и так далее. Крутим рулетку, но сперва нужно заработать эти вращения. Ну, это все временно. Все компании имеют свой срок, и, например, вот это закончится через 8 дней. Возможно, когда вы увидите этот видеоролик и зайдете на биржу, здесь уже будет нечто другое предложение, поэтому скучно здесь в принципе не бывает. Также вот смотрите, раздел World Cup, сейчас идет FIFA, чемпионат мира по футболу, и несколько сразу событий на бирже освещается. Точнее, не то что освещается, а предлагается какая-либо активность. Например, мы можем делать ставки, угадывать, какая команда выйдет в полуфинал, финал, и зарабатывать на этом очки. Чем больше мы очков зарабатываем, тем, соответственно, больше наград получаем. Также здесь есть World Cup боксы. Здесь мы можем, соответственно, какие-то награды выиграть, и пул всех наград составляет 100 тысяч USDT. Мистери боксы можно открыть. Чтобы что-то здесь получить, открыть, здесь, кстати, вот еще и требуется заплатить $1. Зато я вижу, что у меня доступный баланс теперь $103. Это то, что я перевел с кошелька SafePal. Открывать ничего не буду, потому что чемпионат уже заканчивается. Давайте просто посмотрим, что еще за последний раздел здесь. И вот таким вот образом он выглядит. Как вы видите, биржа очень красиво преподносит свои акции, очень ярко, красиво все оформляет, и здесь тоже можно что-то выиграть. Ну, по сути, наверное, это, да, это те же боксы. В общем, пойдемте в раздел Spot, проверим наш баланс, и здесь мы видим, что вот пришли деньги, которые я зачислял. Теперь нужно купить монету BTR. Заходим в раздел Trade, Spot, или вот она у меня уже чуть-чуть есть, поэтому я могу сразу начать торговать ей непосредственно отсюда. Давайте вот так вот откроем по-быстрому и купим монет BTR. Можно купить по лимиту, можно купить еще быстрее по маркету. Я буду покупать по маркету, просто ставлю вот 100%, купить BTR, и как вы видите, вот я куплю 3238 монет. Все, покупаю, ставлю галочку, что я все понимаю, подтверждаю все, и мой ордер автоматически подтверждается. Ну, то есть молниеносно. Все, идем в раздел Spot. Теперь смотрим на баланс, и здесь мы можем видеть, что не все деньги были задействованы, что по маркету вот наилучшее предложение было на эту сумму монет. Кстати, хочется сказать, что минимум можно купить или продать здесь на сумму $10, поэтому эти деньги, в принципе, я сейчас не могу пойти и на них докупить монет BTR, поэтому, наверное, лучше, если вы будете делать вот таким вот образом, заходить сюда, и если вы хотите на полную котлету прям купить, вот как это хотел сделать
сделать я, то покупать все-таки по лимиту. Смотреть вот на стакан, кто что здесь предлагает, выставлять свои значения и покупать уже тогда на всю сумму. Ну, в общем, мне это не сильно прямо к спеху было купить на всю сумму. Эти $9, в принципе, я могу вывести куда-нибудь дальше. Что теперь я буду делать с этими монетами? Ну, прежде всего, оставлю на долгосрок, потому что цена сейчас очень приятная, и даже еще докуплю чуть больше, чтобы была возможность участвовать вот в этом вот разделе, а именно, где требуется 4000 монет BTR. Давайте посмотрим раздел деривативов и что мы здесь увидим. Интерфейс, в принципе, как и везде, все понятно, все не так уж запутано. Сверху у нас кнопка для выбора маржи. Кросс-маржа задействует всю сумму вашего капитала, который есть на фьючерсном счету. В случае, если вы не угадали направление движения цены, то будет менее вероятным ликвидация вашей позиции. Однако это может потратить куда больше ваших средств. Есть еще также и изолированная маржа. Она отличается от кросс-маржи тем, что вы сами выделяете определенное количество средств, и если их не хватает в какой-то момент, то позиция ликвидируется, а убытки не будут больше этой суммы. Опять же, эту сумму можно увеличивать в процессе. Также здесь есть кнопка кредитное плечо до X125, что предлагает далеко не каждая биржа. Дальше кнопочка пополнения средств, то есть можно со спотового аккаунта перевести на фьючерсный счет средства, например, вот таким вот образом. Вот видите, USDT. У меня, например, $9 осталось на споте, нажимаю кнопку подтвердить, и в принципе вот все, вот видите, средства уже здесь. Теперь можно выбрать 25%, поставить от этой суммы 50 или 100, в том числе можно все это делать и вручную. Две кнопочки: открыть позицию в лонг или в шорт, и конечно же также кнопочка вот лимит и маркет. Отличие в том, что по маркету опять же мы особо ничего не выставляем, все выставляется на автомате, а в лимите мы можем тут что-то регулировать. Сами торговые пары находятся вот здесь, нажимаете и ищете нужную для вас, например, вот не знаю, там ADA USDT, нажали, посмотрели и начали торговать. Здесь очень много всяких разных монет, на которых можно заработать. И кстати, биржа Bitrue отличается еще и тем, что она листит очень большое количество таких монет, которые не листят многие другие биржи. Впоследствии эти монеты появляются здесь намного раньше, и кто прикупает их, может на этом хорошенько заработать. Если перейти в сообщество Twitter, то здесь сообщество состоит из 686 тысяч подписчиков. Twitter аккаунт очень активный, что-то здесь постоянно выкладывается, вот связанное с футболом, какие-то анонсы, там листинг и прочее, пошло-поехало. Кстати, насчет листинга, если в Твиттере написать в поиске, например, листинг Bitrue. Нет, давайте даже напишем NEF Listing, как они пишут у себя это все, и посмотрим вот, допустим, последние какие-нибудь, вот видите, последние записи про листинг. Ну не знаю, что тут. Вот CNX, например, монета CNX. Давайте зайдем на спотовую торговлю, не все попадают, потому что на фьючерсную. SNX, например, вот так, бам. И что это вообще за монетка? Ну вот, пожалуйста, монету залистили, стоила она буквально там $3 с лишним, а поднималась аж до 30. Конечно, сейчас она опустилась, но опустился и весь рынок в целом. И таких монет здесь появляется очень много. Конечно, появляются и менее удачные, ну а покупать их или нет, конечно, дело каждого. Если вы любите или привыкли торговать с телефона, то у биржи есть удобное мобильное приложение. И, кстати, в Google Play Market оно имеет очень даже хороший рейтинг 4,6 звездочки. Кстати, лично от себя я сделал также для вас и текстовый гайд. Если вам что-то нужно или непонятно, вы можете по ссылочке в описании под видеороликом открыть его и посмотреть, как, допустим, вывести средства с биржи. Все описано максимально понятно, кратко и даже с примерами в виде картинок. Всегда можете вернуться назад. Например, у вас вопрос, как регистрироваться. Заходите и вот, пожалуйста. Все детально и подробно описано, каждый шаг за шагом, чтобы у вас все получилось и никаких проблем не возникало с этой биржей. Все ссылки оставлю в описании под видеороликом, включая свою, по которой при регистрации вы получите дополнительные подарки. Обязательно посетите раздел подарков. Для этого наведите на иконку своего профиля. В открывшемся меню нажмите Reward Center. Здесь, собственно, и будут ждать вас определенные подарки. У всех они будут разные. Также вот видите My Rewards. Здесь появляется
появляются индивидуальные вознаграждения или предложения. В целом, подводя итоги, биржа точно определенно заслуживает внимания, как минимум. И если бы она не заслуживала доверия, то я бы сюда не пополнял никаких монет и не отправлял бы их на долгий период под стейкинг. Здесь, как правило, обычно много всяких мероприятий, промо-акций, и заскучать не придется. И самое, пожалуй, прикольное то, что биржа не требует подтверждения личности, то есть она не заостряет внимание на том, кто вы, что вы и откуда пришли ваши средства. Кстати, скоро здесь появится еще и копи-трейдинг. И, кстати, забыл рассказать вам про голосование. Здесь также можно еще и зарабатывать на том, чтобы голосовать. Вы отдаете свои токены BTR под какой-либо проект, и если он выигрывает, а именно набирает нужное количество монет, и смотрите, как правило, набирает всегда больше даже. Если нужно 4 миллиона, то вот, пожалуйста, и 50 набирает, и 40, и 14, в общем, набирает всегда больше. В этом случае вы тогда получаете в рамках распределения монет свою долю пропорционально тому количеству BTR, которое вы выделяли под этот проект. Ну и вот, например, последний проект сделал уже почти 11% прибыли. Поэтому иметь нативный токен Bitrue это очень даже выгодно, собственно, как и на любой другой бирже. Например, здесь можно еще и токеном BTR платить комиссию, которая будет, естественно, ниже, если оплачивать ее именно токеном BTR. Если у вас остались какие-либо вопросы, то пишите их в комментариях под видеороликом. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, здесь очень много всяких раздач, движух и способов для заработка, потому что сюда я выкладываю посты намного чаще, чем выходят видеоролики на ютубе. Вы были на канале Путь Богача, и если нам по пути, то знаете, что делать. Кнопка подписки доступна для всех.